Всем привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня у нас обзор фигурки ксеноморфа воина из фильма «Чужое воскрешение». Это четвертый фильм франшизы. Фигурка, по всей видимости, во всех магазинах закончилась. Также данная фигура была замечена на AliExpress и в магазинах с плохой репутацией. Поэтому вполне возможно фигурка была забутлежена минимум, либо были подделки. Пара человек попросила меня сделать обзор на эту фигурку, именно с точки зрения, как определить оригинал или подделка. В данном случае фигурка относится к разряду сложных для идентификации. Поэтому я не стал рисковать и купил эту фигуру в проверенном магазине. Это стопроцентный оригинал, поэтому давайте посмотрим на него поближе. Так, вот такой чужой воин по фильму «Воскрешение». Посмотрим на упаковку. Вот такой у нас крючочек, такой именно формы. Вот такая хорошая у нас пробивочка по периметру, без косяков. Так, вот такой ксеноморф внутри упаковки. Обращаем внимание, закреплен он черной проволокой, очень хорошо обтянут, посередине плеча проходит. Это важно, потому что есть определенные протоколы у упаковщиков, да, и если это делается на фабрике, в одном выпуске, то четко известно, в каких местах на блистере отверстия, где крепить и так далее. А бутлегеры часто на этом сыпятся. Плотно затянут, там просматривается очень хороший узелок, где-то там даже видно. То есть затягивалось инструментом. Дальше, упаковано пластиковым жгутиком. Вдоль первой голени, так сказать, посередине проходит. А хвост вставлен, соответственно, такая внутренняя там вставка. Это важно. Так, дальше у нас такая каемочка идет по периметру на лицевой стороне. Вполне возможно, бутлегеры тоже здесь могут посыпаться. Вот такая информация у нас на полиграфии. 8 февраля 2019 года. Фигурка выпущена. А релиз, соответственно, наверняка был 2020 года. Хотя, может быть, в конце 19. Сейчас уже не подскажу. Так, Real Toys. Без всяких белых вставок. Четкое лого. Жирным шрифтом от 0 до 3 лет. Символ переработки есть. Еле прослеживающаяся. Вот здесь линия дополняющий круг. Так, дальше. Вот такая обложечка. Все детали очень хорошо видны. Посмотрите на шрифт. На этом тоже бывает сыпется. Хотя сканируют, конечно. Так, здесь звездное небо видно четко. Прослеживается. Если сканер плохой, он может не взять. Здесь будет все засвечено или наоборот черное. Так. Вот так с оборотной стороны выглядит. Интерьер сзади прослеживается, комната. Все видно. Если плохая копия, то здесь может быть все смазано, линии не видны. Текстовочка, краткое содержание фильма. Здесь у нас в серии шла новорожденная Рипли 8. К сожалению, с 2017 года они перестали здесь выплавлять номер на блистере. А он был очень важен, потому что бутлегеры никак не могут воспроизвести нужный шрифт. Поэтому было легко определять, подделка или нет. В данном случае такого номера нет. К сожалению. Здесь говорится о том, что клонировали Рипли. 8-я попытка была успешной, поэтому Рипли 8. Весь выводок чужих, он, соответственно, гибрид человека и чужого. Такие пироги.
эту упаковочку я вскрывать не собираюсь. Вот. Только потому, что у меня есть еще одна эта фигурка. Недавно ее получил. Причем человек сказал, что брал в том же магазине, где и я. Соответственно, я сравнил с оригиналом, как бы, да, убедился, что придраться не могу совершенно ни к чему. То есть это 100% тоже оригинал. Вот. Ну, фигурка вскрыта, сейчас мы ее посмотрим поближе. Итак, чужой на блистере, ну, упакован некорректно немножко, да, потому что бэушный. Вот, посмотрим вокруг на блистер. На блистере номеров никаких нет. Вот так вот. Упаковано, значит, хвост должен проходить вот через это отверстие. Здесь есть такое отверстие в блистере, где мой палец, видите. Вот. Но я в любом случае вижу, что здесь именно мягкий такой, хороший проволока черная. И там пластиковый еще ремешочек валялся. То есть придраться не к чему. Идем дальше. Ну что ж, как говорится, хорошего молда не может быть много. И эта фигурка одна из таких. Ну, что сказать. Технически у меня уже был обзор такой фигурки. Соответственно, это чужой Джокер и чужой из пака с Суперменом. Эксклюзивы, так сказать. Это тот же самый молд. Фактически это чужой молд чужого AVP на цеплячих ножках. По-моему, что идеально для чужого, на мой взгляд. Вот. Что еще сказать? Кстати, чужой против Джокера, точнее Джокер против Бэтмена и чужой против Супермена недавно подделали китайцы. Пошли бутлеги, поэтому, если будете приобретать, сравнивайте с экземплярами в моих видео. Там оригиналы. Вот. Шикарная фигурка, куча точек артикуляции, да, вот. Любую позу можно воссоздать по вашей задумке. Идеальный лак, интересный окрас чужого. В самом фильме они такие были, на самом деле, коричневатые, ну, лиловые даже, что ли. Таким золотом или бронзой отдавали. Ну, собственно, своеобразные очень. Вот. Такие дела. Смотрите, какая красота. Продавец сказал, что сильно расшатанная фигурка, что-то мне это напрягло, а сейчас смотрел, все идеально. Наоборот, даже лучше, когда не совсем жесткие суставы, все меньше возможность поломать фигурку. Греть не пришлось, фигурка была разработана. Но тем не менее, в одном месте чуть-чуть локоть вот не сломал. И не обратил внимания, что сустав был вывернут. И надо было повернуть сам сустав, чтобы рука корректно сгибалась. Окей. Вот такой красавец. Давайте посмотрим поближе на фигурку. Так. Такой вот у нас еще крупным планом, так сказать. Так. Ну что, фокусируемся. Такой язык кремового цвета с черной смывкой такой там внутри. Серебряные зубы. Так. Убираем. Десны черные. Серебряные зубы. Вот так. Здесь сухой кистью, наверное, проходились более светлый коричневый. Разные тона коричневого. Вот так выглядит. Классный купол, вот вообще здорово прокрашен. Внутри видим череп с точками, да. Вот так это выглядит. Затемненная задняя часть. Более темный лоб, непрозрачный совершенно. Очень интересно приклеен купол. Вот здесь вот идет прям такая линия. Видимо, это клей. Вот. Но он сделан так, что это как будто бы окантовка такая. То есть он классно вписывается. Да.
Ну, а так это молд АВПшный. Вот такой торс. Классная текстура. Вот такие ручища у него инопланетные. Четырехпалые. Угу. Давайте выпрямим ножки. Вот такая у нас фактура, текстура. Здесь у нас NECA 2018. Не знаю, очень плохо видно, потому что на черном. Ну а здесь Fox All Rights Reserved. Так. Фокусируемся. Вот так со спины выглядит. Да, обращайте внимание, как покрашено. Потому что вот судя по тому, как Джокера, к примеру, красили, вот под куполом у бутлега сразу видно. Там очень плохо покрашено в сравнении с оригиналом. А здесь вот тоже вот богато так. Сейчас краской прокрашен, видите? Как хорошо положили краску. Бутлегеры могут на всем сыпаться. Ну а раз Джокер пошел, значит, скорее всего, этих тоже сейчас наштампуют. Хотя они на Алике продавались, вроде я видел. Вот так. Такой хвост. Технически это вот так вот должно быть. Да, мы посмотрим. Так. Кинжал. Так, здесь вот так просто однотонная красочка до конца. Вот. Ну, собственно, что тут еще рассказать. Классный молд. Так, ну теперь артикуляция, да, еще раз. Голова крутится влево-вправо. Вот такой здесь хиндж есть. Для хиндж, для наклона сюда. И можно вот так далеко убирать. Здесь есть поворот, отвод руки. Здесь двойной сустав, плюс поворот здесь, поворот самого предплечья, поворот кисти, поворот пальцев. Здесь балы у нас. Ну, новая система суставов на самом деле. Шпагатик есть, поворот бедра. Не разработан у меня чуть-чуть. Здесь поворот. Здесь двойной сустав. Здесь у нас тоже поворотик. И здесь на более видим. Плюс пальчики. То есть артикуляция просто улетная. Ну, собственно, вот так выглядят оригиналы. Сравнивайте, ищите свои фигурки, остерегайтесь поделок. Всем спасибо за просмотр, всем пока.